Здравствуйте. Сегодня речь пойдет еще об одном событии, которое наглядно отражает цену человеческих жизней для Владимира Путина. Спойлер. Жизни людей для Путина бесценны. Ровно как мусор за автобусной остановкой. И то это, пожалуй, относится к собственным согражданам. У жизни ближайших соседей цена отрицательная. Их предписано уничтожать. События разворачивались с 23 по 26 октября 2002 в самом центре Москвы, в историческом районе Дубровка. Во время показа мюзикла «Нордост» в здание театрального центра ворвались 40 вооруженных чеченских боевиков. В мою мечту поверить сможет, да значит просто он не видел твой полет. Давай, давай. Здесь. Быстро, быстро. И взяли в заложники 916 человек, включая зрителей и артистов. Среди них было почти 100 детей. Террористы выдвигали политические требования. Выдвижение политических требований означает, что к процессу должны были незамедлительно подключиться профессиональные переговорщики, уполномоченные лично Путиным. Но за 3 дня мучений почти 1000 заложников под дулами автоматов, без еды и воды, представители путинской власти на переговоры так и не вышли. С террористами взаимодействовали кто угодно. Певец Иосиф Кобзон, оппозиционные политики Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, Борис Немцов, журналистка Анна Политковская и некоторые другие. Благодаря их смелости из здания удалось вывести несколько заложников. Это четко подтверждало готовность почти всех террористов вести диалог. К диалогу не был готов только один террорист, которого зовут Владимир Путин. Время шло, и террористы пригрозили начать расстреливать заложников, если власти с ними не свяжутся. Только после этого с ними впервые созвонился по телефону путинский генерал Виктор Казанцев и пообещал приехать на следующий день. То есть Анна Политковская успела прилететь на переговоры из США, а путинский генерал никак не мог доехать по Москве. Ах, ну да, Москва же славится пробками. Однако, как выяснилось позже, он и не собирался ехать. Это был очередной циничный путинский обман. Вместо переговоров в 5 утра следующего дня силовики пустили в здание театрального центра усыпляющий газ и начали штурм. Газ подействовал не сразу. Какое-то время чеченцы отстреливались, однако потом уснули и почти всех их спящими перестреляли. Вместе с террористами уснули и заложники. И самое шокирующее во всей этой операции было то, что силовики никому не сообщили, что это был за газ. Никто не знал, какие меры необходимо было обеспечить при транспортировке отравленных газом спящих заложников. В полном неведении были как врачи прибывших карет скорой помощи, так и врачи больниц, куда доставили задыхающихся во сне заложников. В итоге блестящей путинской спецоперации 125 заложников, в числе которых 10 детей, погибают. Путин засекретил расследование, и всем в закрытом режиме занималась московская прокуратура. Депутат Госдумы Юрий Щекочихин позже пытался инициировать публичное парламентское расследование. Однако подконтрольная Путину Госдума предложение отклонила, а в 2003-м Щекочихина отравили, отчего он скончался в страшных мучениях. К слову сказать, отравление политических активистов, журналистов и прочих критиков власти в путинской России стали событием абсолютно заурядным. В этом плане история отравления Алексея Навального точно не уникальна. Но вынес ли Путин хоть какие-то уроки из случившейся трагедии? Конечно. Принял какую-нибудь федеральную антитеррористическую программу? Да нет же. Сразу после этого он окончательно добил канал НТВ, чтобы при освещении уже следующего теракта в Беслане они не путались в ногах у восходящей на Олимп путинской пропаганды молоденькой журналистки Маргариты Симоньян и не портили Путину рейтинг. Я очень рекомендую всем посмотреть блестящий эфир Виктора Шендеровича, снятый по горячим следам в 2002 году, а также эфир канала «Дождь», приуроченный к 20-летию трагедии. Ссылки я оставлю в описании к видео. А на сегодня это все. Всем до свидания. До Беслана.